Вот этот пойдет сейчас мне на помойку. Надоел он мне. Деток не дает. Ну, Кэрол. Ну, интересно, она счастливая все-таки или она несчастливая? Если она счастливая, то она, может, еще и листик выпустит. Ну, даже не знаю, насколько она счастливая. Как считаешь? Ну, будем смотреть. В любом случае, в мусорном ведре она сегодня не оказалась. Это уже счастье. Почему у фаленопсиса желтеют листья? И может ли желтый лист фаленопсиса снова позеленеть? Можно ли восстановить фаленопсис из одного листа? Главной героиней сегодняшнего видео выступит фаленопсис Happy Carol или Счастливая Кэрол. Правильнее будет сказать не сам фаленопсис, а то, что от него осталось. А осталось от него действительно немногое. От некогда пышущего здоровьем растения осталось всего 2 листа на момент июля 2022 года. Эту запись, которую вы сейчас видите на своих экранах, я получила от бывшей владелицы растения 15 июля 2022 года. Хозяйка орхидеи ждала детку, ведь она понимала, что орхидея тяжело больна, ведь нового роста корневой и листовой массы не было уже больше года. Счастливая Кэрол стараний хозяйки не оценила и к последним числам ноября 2022 года осталась с одним единственным полностью желтым листом. Вот, посмотрите на этот лист. Он полностью желтый и практически безжизненный. Именно в таком виде орхидея должна была отправиться на помойку. Давайте послушаем, как это было. Вот этот пойдет сейчас мне на помойку. Надоел он мне. Деток не дает. Отправиться на помойку в конце ноября в условиях Дальнего Востока России – это неминуемая смерть. Я не позволила этому случиться и получила остатки фаленопсиса Happy Carol в дар из города Артем Приморского края в город Владивосток Приморского края. В тот день решительными были абсолютно все, и бывшая владелица, решившая выбросить фаленопсис в помойку, и я, получившая его. В тот же вечер, 27 ноября 2022 года, я вытряхнула фаленопсис из бывшей посадки. Мой расчет был абсолютно прост. Если орхидея тратит питательные вещества из своих резервов, то есть из листовых пластин, значит, в силу каких-то обстоятельств эти питательные вещества не поступают орхидеи. Почему? Ответ на этот вопрос стал очевиден, как только я достала орхидею из горшка. Абсолютно все корни орхидеи, которые находились в субстрате, были 100% гнилыми. Функциональными оставались 3 коротких корня, которые располагались по поверхности субстрата в прежней посадке орхидеи. Корневую систему умирающей орхидеи я определила в мох с добавлением небольшого количества коры хвойных пород деревьев. Для подпорки единственного больного листа орхидеи в посадку к орхидее я поместила палочку. Каково же было мое удивление, когда спустя полчаса палочка этому листу уже не требовалась. Конечно, на тот момент тургор единственного листа орхидеи не мог быть идеальным. Тем не менее, орхидея показала, что она хочет жить, и лист буквально встал торчком. Помойка подождет как минимум до весны, решила я и приступила ко всем тем мероприятиям, которые необходимы любой вновь прибывшей в дом орхидеи. Если вы хотите знать, что стало с единственным листом Happy Carol дальше, посмотрите видео 7-месячной давности. Ссылку на видео я обязательно оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему.
С момента выхода предыдущего видео с 23 января 2023 года прошло ровно 7 месяцев и 2 дня. И по многочисленным просьбам зрителей я покажу вам, что стало со счастливой Кэрол спустя 7 месяцев. И мы узнаем, действительно ли она счастливая, эта Кэрол. Кроме того, в сегодняшнем видео мы продолжим разбираться, от чего же на самом деле желтеют листья орхидей. Пересвет или хлороз листьев орхидеи, и почему в некоторых случаях средства от хлороза листьев не помогают. Привет, друзья! Я очень рада встретиться с вами вновь на канале Классика орхидейного жанра. Видео о трагической судьбе и о чудесном исцелении фаленопсиса Happy Carol стало необыкновенно популярным 7 месяцев назад. Его посмотрело 131 тысяча зрителей. 628 комментариев под видео, и среди них десятки с просьбами показать, каким стал фаленопсис сейчас. Сегодня я не просто покажу вам результат спустя 7 месяцев. Сегодня мы шаг за шагом проследим за развитием орхидеи на протяжении этих месяцев. Итак, приступим. 7 месяцев назад у орхидеи, оставшейся с одним единственным полностью желтым листом, этот желтый лист неожиданным образом в моих условиях снова позеленел. Как такое может быть? Резонно спросите вы. Все очень просто, если понимать суть и если вспомнить основные принципы и законы ботаники. Листья чаще всего меняют свой цвет в сторону желтого по причине нехватки в их клетках хлорофилла. Еще в школе нам рассказывали, что именно хлорофилл является пигментом, который окрашивает листья растений в зеленый цвет. Сниженная выработка хлорофилла растениями или прямое разрушение в клетках приводит к изменению естественного цвета листовых пластин орхидей. Такое явление получило название хлороз, и в тяжелых случаях хлороз может приводить к полной гибели растения. От чего случается хлороз, какие виды хлороза бывают и почему мне удалось его победить, мы узнаем чуть позже. А пока смотрим на результат. Таким лист был в июле 2022 года, а таким стал в конце января 2023. Вновь позеленевший старый лист, появившийся молодой лист и новый появившийся корень. На тот момент дальнейшие перспективы развития этого растения для всех нас и для меня в том числе оставались полнейшей загадкой. Как будет развиваться орхидея дальше? Каким вырастет вновь появившийся листик? И когда появится следующий? И появится ли он вообще? Несмотря на то, что действия разворачивались в самом разгаре зимы, в феврале 2023 года орхидея не стала меня томить и показала развитие событий очень быстро. 7 февраля 2023 года из центра розетки появился очередной молодой лист. Почему у орхидеи после крупных и длинных листьев растут маленькие? В данном случае у орхидеи нет возможности растить длинные листья. У орхидеи практически нет корней. Нет корней, нет возможности усвоить и переработать достаточное количество питательных веществ, и орхидея наращивает ствол или стебель для продолжения жизни. Внимательно следите на протяжении всего видео за изменением цвета старого листа. По мере роста молодых листьев растение будет перераспределять хлорофилл по своим зеленым частям. Одни листья будут светлеть, другие темнеть. А я буду внимательно наблюдать за растением и помогать ему. Если вы чем-то заняты, отвлекитесь и посмотрите на цвет старого листа. Он немного желтоват. Я тоже увидела небольшое пожелтение старого листа,
и провела корректировку ухода. Через 20 дней старый, чуть пожелтевший лист снова позеленел, а третий лист заметно подрос. Подрос не только листик, подрос новый корень и также растения-помощники, которые я сразу подсадила в горшок со слабой орхидеей. Кто и зачем растет в горшках моих орхидей вместе с орхидеями, я часто рассказываю в своих видео, повторяться не буду. Это растения-помощники, это лекарственные растения или растения-симбионты. Чаще всего в посадках моих орхидей можно увидеть деток Каланхоэ дегримона или Каланхоэ живородящего. Метод восстановления слабых орхидей с помощью жизненной силы более здоровых я назвала методом «живое к живому». И об этом методе я уже рассказывала в своих предыдущих видео. Прошло еще полмартовских месяца, события развиваются стремительно. Обратите внимание, стремительность развития листовой массы орхидеи значительным образом превышает развитие корневой системы. Всего 2 молодых корня против 3 новых листьев орхидеи. Один из корней даже не достиг субстрата. Откуда орхидея черпает ресурсы в этот момент жизни? Конечно же, из своих вызревших зеленых частей. В данном случае у орхидеи только один вызревший лист. Именно из него орхидея забирает недостающие питательные вещества, и лист снова немного желтеет. Итак, внимание! Первая причина хлороза листьев орхидеи – заболевание или недостаточная развитость корневой системы растения. «Зри в корень», – говаривал Козьма Прутков, и вы в первую очередь обращайте внимание на состояние корневой системы, если у ваших орхидей желтеют листья. А тем временем прошло еще 20 дней, и третий молодой лист орхидеи значительно подрос. Все 3 молодых листа фаленопсиса Happy Carol очень маленькие, их размер не превышает 2-3 см. Меня этот факт нисколько не смущает. Главное, что растение живо и стремится к жизни. В апреле все мои орхидеи, в том числе и фаленопсис Happy Carol, начали выходить на открытый балкон под прямые солнечные лучи, приучаясь к прямому естественному солнцу. Обратите внимание, молодые листья орхидеи при этом начинают окрашиваться в яркие сочные цвета. Когда такое изменение цвета листовых пластин фаленопсиса можно считать пересветом, вредящим растению? На мой взгляд, ответ очевиден. Если орхидея продолжает активно развиваться, если она продолжает наращивать листья и корни, значит, такое количество солнца и света орхидеи никак не вредит. И наоборот, если у вас орхидеи под очень насыщенным источником искусственного или естественного цвета начинает деградировать, если она перестает растить листья и корни, стоит задуматься и количество света уменьшить. И снова я прошу вас обратить внимание на цвет старого листа орхидеи. Он снова немного пожелтел, а я снова корректирую уход с помощью целебно-лекарственного настоя, о котором расскажу чуть позже. Почему химически синтезированные средства от хлороза листьев орхидей помогают в очень ограниченном количестве случаев? Почему работают не всегда? И почему я их никогда не использую? Казалось бы, что проще? Пошел, купил упаковку, развел в воде и опрыскивай. Но нет. Все дело в том, что хлороз чаще всего связывают с дефицитом железа. Однако это далеко не так. Хлороз может вызываться также недостатком азота, магния, серы, цинка, кальция и некоторых других элементов. Используя препараты от железного хлороза, вы не избавитесь от цинкового или серного хлороза.
А ведь именно цинковый хлороз – это заболевание, которое проявляется в виде пятнышек, сначала распространяющихся на нижнем ряде листьев. Лечить магниевый хлороз препаратами железа тоже не имеет смысла. А ведь именно при магниевом хлорозе листья постепенно меняют окрас. Сначала поражаются края, а затем и вся листовая пластина. Поражаются именно зрелые листья. Кальциевый хлороз вызывает остановку роста растения, опадение цветов и бутонов. При серном хлорозе прожилки листьев желтеют или белеют, а затем меняется цвет всего листа. Нужно понимать, что хлорозы такого типа развиваются не только из-за физического отсутствия какого-то соединения в субстрате, но и потому, что орхидея просто не может их усвоить в силу разных причин. Вроде и элемент в достатке есть, но именно его и не хватает орхидеи. Парадокс? Но только на первый взгляд. На самом деле причины пожелтения листьев, особенно нижних листьев у орхидей, очень распространены. Почему же орхидеи не могут усвоить имеющийся в субстрате нужный питательный элемент? Первую причину мы с вами уже уяснили – болезнь или недостаточное развитие корневой системы растения. Вторая причина, пожалуй, не менее распространена, и это длительный период похолодания или сильной жары, во время которого орхидея прекращает питание. Иными словами, если ваши орхидеи регулярно оказываются в условиях, когда долгое время очень холодно или очень жарко, пожелтения листьев вам не избежать. Третья возможная причина неусвоения нужных питательных веществ из субстрата – это его защелачивание. Загадку из категории «Какая из этих причин ваша» и какой именно хлороз листьев орхидей настиг именно вашу орхидею, предстоит разгадать только вам. В данном случае за столь короткий период времени орхидея развивала уже 4-й лист и брала питательные вещества из единственно оставшегося листа с вызревшей зеленой тканью. Листья с желтизной у орхидеи – пересвет или болезнь? Как определить? Все очень просто. Уберите орхидею с яркого активного солнца. И если зеленый цвет листьев орхидеи в скорости вернется, причин для волнения нет. Других методов определения, кроме лабораторных, не существует. А я очень благодарна этому единственному листу орхидеи, который помог вырасти 4 другим. И только после этого, отдав все силы на развитие новой орхидеи, благополучно отвалился. Пожалуйста, обращайте пристальное внимание на цвет молодых листьев орхидеи, в то время как термометр показывал плюс 45 и нещадно палило солнце. Ведь совсем скоро во Владивостоке начнутся затяжные и проливные дожди. А еще я прошу обратить внимание на размер листа, который вырос уже после того, как старый лист орхидеи отвалился. 4-й лист стал первым, который рос у орхидеи уже в автономном плавании, без поддержки вызревшей ткани старого листа. Теперь орхидея вынуждена существовать только за счет собственных ресурсов, которых у нее еще немного. Поэтому 4-й листик так и остался маленьким, даже не достигнув размера предыдущего. Одновременно с этим я поработала над составом субстрата, убрав его верхний слой и заменив на свежий мох. Этим самым я устранила еще одну возможную причину неусвоения питательных веществ из субстрата – его защелачивание. Кроме того, я срезала излишне разросшиеся растения-симбионты, растения-помощники, которые уже выполнили свою функцию. Малышей Каланхоэ де Гримона я по-прежнему оставила в посадке.
Ну а теперь непосредственно о настое, который помог мне пополнять запасы недостающих питательных веществ для столь бурного развития орхидеи. Об этом настое, который может сделать абсолютно любая хозяйка, я не устану вам повторять, потому что сама пользуюсь им регулярно именно для орхидей с желтеющими листьями. Шелуха лука и чеснока практически каждый день появляется на кухне любой хозяйки. Настой луково-чесночной шелухи поможет вашим орхидеям избавиться практически от любого вида хлороза. Но использовать такой настой нужно не от случая к случаю, а регулярно. Пропорции луковой и чесночной шелухи для изготовления такого настоя могут быть произвольными, это не принципиально. Заливаем шелуху очень горячей водой, температура воды около 90 градусов Цельсия, и настаиваем сутки. В зависимости от исходного сырья готовый настой может получиться слишком концентрированным, и его нужно будет разбавить. Готовый к использованию настой луково-чесночной шелухи должен быть слабо-желтого цвета, цвета спитого чая. Вот именно такого цвета, который вы сейчас видите на своих экранах. Не переусердствуйте. Опрыскивать таким настоем орхидеи вы можете хоть каждый день. Единственное необходимое условие – это чередование таких опрыскиваний с опрыскиваниями простой чистой водой. Концентрат настоя можно хранить в холодильнике. После холодильника его необходимо разбавить теплой водой до комнатной температуры или температуры на 2-4 градуса выше комнатной. Ну а теперь пришло время оценить результат. После маленького 4-го листика орхидея вырастила 5-й лист более длинным и полноценным. И без остановки приступила к росту 6-го листа. Может ли орхидея растить одновременно 2 и более листьев? Спрашиваете вы в комментариях. Конечно, может, всегда отвечаю я. И многие зрители этого канала уже смогли убедиться в этом на собственном опыте. В моей практике был случай, когда фаленопсис одновременно растил 4 новых листа. Ну а теперь давайте еще раз внимательно посмотрим на цвет листьев орхидеи. Абсолютно все 6 листьев орхидеи стали идеально зеленого цвета. От былой желтизны, которая присутствовала на орхидее в плюс 45, не осталось и следа. Что изменилось в жизни орхидеи за это время? Давайте проанализируем. Прежде всего, нормализовался один из самых главных факторов развития орхидеи. Температуры понизились с 45 до 28-26 градусов Цельсия. Я поменяла верхний слой субстрата, исключив его защелачивание. Ну и, конечно же, главенствующую роль сыграли регулярные опрыскивания орхидей луково-чесночным настоем. И вот на ваших экранах достигнутый результат – 6 новых листьев орхидеи за 7 месяцев. Любимая рубрика многих «Было-стало». Из одного желтого и безжизненного листа орхидеи 6 новых за 7 месяцев. Надеюсь, я смогла удовлетворить любопытство многих, показав вам растения спустя 7 месяцев после выхода предыдущего видео. И если вам понравился результат, обязательно поделитесь своим мнением в комментариях. А мне лишь осталось напомнить вам, что 24 минуты вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если это видео вам понравилось, если информация, полученная из видео, оказалась для вас интересной и полезной, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас наверняка очень много интересного.